Всем привет, с вами Павел Сидорик. Сегодняшнее видео будет продолжением видео о имитации кирпичной кладки. Когда я делал кирпичи на стенде, в этом видео я буду делать все то же самое, только на всю стену, 14 квадратных метров. Было очень много вопросов по поводу именно как сделать на всю стену. Также были вопросы по штукатурке, о том, как успеть заштукатурить всю стену, чтобы штукатурка не высохла. Вот в этом видео я, в принципе, и покажу, как это сделать. Ко мне часто обращаются подписчики с просьбой посоветовать бригаду или мастера в других городах. К сожалению, я физически не могу знать всех хороших мастеров. А вот сервис Юду знает. Здесь вы можете найти любого квалифицированного специалиста. Вам необходимо скачать приложение или зайти на сайт Юду, заполнить заявку, расписать по пунктам, что вам нужно и на какой срок и на какую сумму вы рассчитываете. Далее на вашу заявку откликаются исполнители со своим портфолио и отзывами. Вам только остается выбрать, на ваш взгляд, самого подходящего. На Юду вы найдете любую квалифицированную помощь для решения всех бытовых вопросов, без комиссии или посредников. Начинаем с того, что режем упаковочные скотчной части, шириной 1 см. Я это делаю специально болгаркой, так как мне нужен рваный край. На предварительно прогрунтованную стену начинаю наклеивать скотч. Сначала горизонтальные линии. В этот раз я уже не расчерчиваю кирпичи карандашом, а сразу клею по лазерному уровню. Это очень удобно и значительно экономит время. Вертикальные полоски я клею поверх горизонтальных на всю длину, а затем ножом убираю лишние куски. Важно, чтобы вертикальные полоски были наклеены поверх горизонтальных. Стена полностью обклеена. Размер кирпича, как и в прошлый раз, 250 на 65 мм с учетом швов 10 мм. В этот раз будем использовать штукатурку от компании Старатели. Я уже использовал ее в работе. Оптимальное соотношение цена-качество. Замешиваем штукатурку по инструкции. Прикладываю 10-мм маяки к стене и просто клею их на штукатурку. Начинаем накидывать штукатурку. Разравниваем правилом. Таким образом проходим всю стену. Достаем маяки и замазываем штробы, оставшиеся от них. Создаем естественные неровности. После того, как штукатурка подстыла, начинаем доставать скотч. Главное не пропустить момент, так как если штукатурка схватится, ленту вы достать не сможете.
Наконец-то стена высохла. Теперь можно приступать к покраске. Предварительно я эти кирпичи прогрунтовал. И сейчас буду красить. Красить буду обычной кисточкой. Для этой стены я выбрал специально краску для кухни и ванной комнаты. Потому что эта краска, она, во-первых, самое главное, что стойкая к появлению плесени и грибка. Потому что напомню, что с этой стеной у нас были проблемы. Была плесень и, в общем-то, не хотелось бы, чтобы она появилась снова. Также она стойкая к мокрому стиранию. Теперь стена полностью готова. Друзья, спасибо за внимание. Это был небольшой мастер-класс по декоративному нанесению гипсовой штукатурки на стену в виде кирпича. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также пишите те темы, которые вам интересны. Для меня эта информация очень полезна. До новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.